Почему ты именно решила прийти на эту специальность? Я помню, в 5 утра приехала в какую-то глушь за 4000. Захожу я по коридору, свет выключен. Вот так падает луч такой в студию, и там пыль летит. Все, я думаю, куда я попала? Сейчас меня убьют, продадут по органам, все, кончена моя жизнь на этом. И сзади меня заходит огромный дядька, русский мужик. Да. Почему ты решила вообще пойти на операторское искусство? Я буду снимать фильмы, я оставлю свой след в творчестве. Дойдешь ли ты до цели, зависит только от тебя самого. Я, как и все операторы, там просто всегда на съемках. Это классическая ошибка многих людей, кто поступает. Почему-то я решила вспомнить свои неудачные попытки поступить на оператора. Момент, такая ситуация, которая заставляет тебя идти дальше. Сейчас, если он мне скажет, там, 1 000 000 в месяц, я ухожу, я перестаю искать себя и возвращаюсь в свой ресторан. Всем привет, дорогие друзья! Вот вы снова у нас на Ракурс подкасте. И с нами у нас в гостях очень потрясающая девушка под именем Асанова Шолпан. Правильно, да? Здравствуйте. По фамильному просто в Ракурсе никого не называем, только Шолпан заставляет нас это делать. Ну, Шолпан, давай сначала, я думаю, ты расскажи немножко о себе. Назовем так, как ты себя сейчас позиционируешь, кем ты сейчас работаешь и где ты сейчас учишься? Ну, меня зовут Шолпан, я учусь на оператора в Казахском национальном университете искусств. Учусь я на оператора, но сейчас я позиционирую себя как осветителя, может, чуть-чуть гафера. Вот. Отлично. Мгм. Ты говоришь, что ты учишься в вузе. Ты сразу к этому пришла? То есть, вообще, почему ты решила поступить в этот вуз? И чья у тебя мастерская? У меня мастерская Сулеева Абубакира Калиевича. Учусь я на 1 курсе. Я пришла к этому не сразу. Мой путь поступления в университет был очень долгим от слова совсем. Поэтому в том году не получилось поступить, и я пошла уже по совету родителей на переводчика в Казгю. Мгм. И сколько ты отучилась в Казгю? Я отучилась 2 курса, потом уже и отчислилась и решила поступать на операторов в Казнуи. Мгм. Вот теперь такой вопрос. Будучи отучившись на переводчика, помогает ли это тебе сейчас? Ну, не буду врать, грешу. Грешила, я пропускала пары и не училась от слова совсем Где? в Казгю. Вопрос стоит не в том, что училась ли ты там, как ты там училась. Стоит вопрос в том, что помогает ли тебе эти знания. Ты же в любом случае стала переводчиком, ты в любом случае стала хорошим, не лингвист, но... Ну, я училась на лингвиста, да. Но ты же можешь быстро переводить. Если не ошибаюсь, у тебя высокий английский. Ну, это больше мой школьный уровень, как остался, он дальше уже развивался от того, что мне приходилось подстраиваться под университет, потому что со своим английским я там была как капля в море. И это не считалось чем-то особенным. Но не знаю, могу ли я сказать, что этот университет дал ли мне что-то. Потому что так же, как и я и не училась, там было очень сложно для меня. Все-таки мне всегда хотелось творчества, поэтому я вообще не воспринимала то, чему меня учили там. Следующий вопрос таков. Есть ли разница обучения в Казгюа и обучения в Шабыте? В чем разница данных предметов, вообще подхода преподавателей? Конечно, есть, во-первых, в факультетах, соответственно. Самое главное различие — это в том, что в Казгю я не хотела учиться, а в Шабыт я бы уже пришла осознанно. Что я могу сказать насчет Казгю? Очень комфортное место для студентов, очень все хорошо благоустроено, еще и через дорогу от моего дома было. Конечно, при таких плюсах это не отменяло того, что из-за того, что у меня не было желания там учиться, соответственно, я ничего и не восприняла, ни учебную программу, ни студенческую жизнь я не почувствовала совсем. Так как я сейчас еще на 2 семестре своего 1 курса, я, как и все операторы, там просто всегда на съемках, либо на парах у мастера. Тоже как таковой студенческой жизни я еще не почувствовала. Тут стоит вопрос, почему ты решила вообще пойти на операторское искусство, будучи даже в 22 году? Почему ты именно решила прийти на эту специальность? Что сподвигнуло тебя на это?
Ну, именно в 11 классе я поступала не то чтобы осознанно, не было, как сейчас, вот этих амбиций в плане «я буду оператором», «я буду снимать фильмы», «я оставлю свой след в творчестве». Там было больше то, что ну, я люблю фотографировать, и куда бы мне поступить с этим желанием. И мой сосед по парте тоже поступал на оператора, и мы с ним вместе решили поступать в Шабыт, и вместе готовились, получается, и решили вот подавать документы. Только я это очень неуверенно сделала, если честно. Мне кажется, мой подход к этому был очень несерьезен, поэтому я и не поступила тогда. Ну, возможно, да, ты относилась к этому как хобби, как к Да, такому, типа, да. да, что там, на телефон поснимать можно и примут. Ну, это классическая ошибка многих людей, кто поступает. Ну, они потому что думают, что сейчас мы придем, покажем наши видосики, типа там, я не знаю, рилсики, какие-то фоточки, парочку звезд, и думают этим удивить судейскую коллегию. Вот насчет этого вообще ошибка, честно. Показывать видеоработы, показывать то, что ты фотографировал каких-то звезд, это вообще ни о чем не говорит, я так поняла. Даже сейчас. Правильно, да, потому что по факту это читерство. Тебя просто пригласили за деньги, ты их снял, пришел, а там уже свет, все готово. Твоя задача только там, завпечатлить происходящее. Ну, прекрасно. И получается, твой друг поступил. Он успешно поступил на грант. Соответственно, что меня смотивировало? Ой, всегда мечтала об этом на подкасте рассказать. Меня смотивировало то, что он в меня не верил, и он, как и все мои мастера сейчас, как и все окружающие меня люди, говорил то, что девушке не место в такой профессии. Это очень тяжело, это очень такой сложный, это очень сложная сфера в целом. Кино, не только быть оператором в целом. И он поступил. Я дальше ходила переводчиком в Казгю, но меня эти мысли сильно ели. Я каждый день думала о том, где я могла бы быть сейчас, но вообще не жила реальным временем. Сразу такой момент, перед тем, я как задам следующий вопрос. Сколько проектов на данный момент, мы недавно с тобой сидели, считали, сколько проектов уже ты прошла? Навскидку. Нет, все проекты, какие у тебя были? Я считаю. Вот конкретно какие-то именитые крупные проекты, если считать, то у меня уже на счету более 34 проектов. Не считая там студенческих короткометражек, куда-то на одну смену выйти, ну вот этого. За какой срок? Это у меня, получается, уже идет 2-й год. Ну вот, за 2 года ты собрала кучу работ. Сколько? 30? 34. 34 работы. Отсюда следует следующий вопрос. То есть ты говоришь, что многие думают, что тяжело будет девушкам. Может, ты обозначишь, что конкретно и с чем они будут сталкиваться? Какие первые сложности их в любом случае настигнут? И как ты с ними борешься? Самая первая сложность, с которой я столкнулась, ну, она, наверное, единственная. Вот то, что меня прям может взбесить, это предвзятое отношение не только со стороны мужчин, но и женщин, в основном на площадке. Это могут быть какие-то высказывания по поводу того, что ты девушка, по поводу того, что это тяжести, и тебе в будущем нужно рожать детей. Почему я это говорю? Потому что наша работа связана очень сильно с транспортировкой железа, света, и очень много людей могут со стороны увидеть это. И, Ой, хрупкая да, подбегает. часто их это конфузит, особенно мужчин. И часто такое бывает, что ты вся в работе, тебя все раздражает. Конечно, ты и вся команда там разгружали Светваген, поднимали на 9-й этаж, спускали его заново, едете на следующую локацию. И всегда в таких местах, на локациях находятся люди, которые в спину тебе кидают такие фразочки по типу «Тебе же еще рожать, ты же девушка». Будто я не знаю. Очень хорошо сказано, будто я не знаю. В целом я считаю то, что если это кого-то злит, раздражает, то в целом уже рамки сломаны насчет этого. Ну это да, здесь ты хороший молодец, ты всегда топишь до конца, это приятно осознавать, как говорится, мы любим говорить, я ж мать. Молодец, идешь вперед, не останавливаешься. Ну а как ты все-таки борешься? Ну они же тебе вслед говорят, ты же как-то внутри себя побеждаешь эти стереотипы. Раньше я могла просто бросить всю свою работу, бросить железо с рук, подойти к человеку и начать спорить с ним. Да я и сейчас так могу сделать, потому что я очень лобовый человек. И, если мне кто-то что-то говорит и мне не нравится, я подойду и
Объясню ему. Объясню ему, да, порешаем, так сказать. Но нет, сейчас я так не делаю, потому что я понимаю то, что умный человек поймет, что я там, где я хочу быть, и занимаюсь тем, чем хочу. И если они такое кидают вслед, это уже их проблемы. Главное, я физически сильна, напориста, и у меня это получается. Вот ты хорошо подошла к этой теме касательно слова «физически сильна». Ну, просто это мужской стереотип, что там, есть определенные железки, правда, да, они тяжелые. И просто я думаю, в большинстве случаев мужчины боятся, что ты сломаешь себя. То есть мужик, если ломает себя, все такие, ты же мужик, он такой, будет всю жизнь корячиться и идти. А вот когда девочки ломают, для них это тяжело. А вот у нас есть небольшая команда в «Ракурсе». Чувствуешь ли ты какое-то ущемление, и как ты относишься к тому, что когда у тебя бывает, знаешь, какие-то тяжести у тебя забирают? То же самое Мегабум. Стараются быстрее тебя унести. Цепляет ли тебя это? Типа как, зачем ты это сделал? Конкретно в моей команде? Ну да, конечно. Конечно нет. Здесь я уже понимаю, с каким подтекстом это делается. У нас в команде нет пола, и конкретно все это делается не в обиду. Человек, твой товарищ может увидеть то, что тебе сложно. Все, ты уже на нуле, и просто помочь тебе по-человечески. А конкретно от чужих людей на площадке, конечно, ты в первую очередь ожидаешь какой-то негативный подтекст. А если считать здесь, в плане в нашей команде, то нет, смело. Ну, это хорошо, да, но мы стараемся привить нашим мальчикам, чтобы постарались опережать, именно брать тяжелое. То есть, чтобы люди понимали, которые будут смотреть, ты говоришь, когда мы там условно приехал Светваген, чтобы они не понимали, это не просто тупо машина с железом и выгрузчики. Вы специально обученные люди, которые правильно относятся к оборудованию. Ты уже, будучи, поработала в Киноленте, ты поработала во многих ренталах других, со многими постановщиками, и ты понимаешь, если ты относишься к оборудованию нормально, и ты стоишь стойко вместе со всеми, то и к тебе такое же отношение. Хорошо. Получается, ты в 22 году хочешь поступить, ты не поступаешь. Какие твои дальнейшие действия? Естественно, ты поступила в вуз КазГЮА, ты в нем стала Мне учиться. рассказать, как все было? Ну, конечно. Я же для этого... рассказать, как я нашла ракурс-фильм? Да. Вот. Это очень драматичная история. Очень просто. Это даже драматичнее, чем было. Получается, в 22-м году все. Я клянусь, это вот это не юношеский максимализм был, когда все, ты думаешь, что все против тебя. Может, так и было. Я не знаю. Но все было реально против меня. У меня не было ни друзей, у меня не было ни моей любимой профессии. Мне даже не нравился университет, в который я хожу. Мне не нравилось ничего в моей жизни. Просто спортом я перестала заниматься в целом. Ходить спортом? Каким спортом ты занималась? Мы вернемся к этой теме. Шолпан у нас спортсменка, и она очень сильно это скрывает, каким спортом она занимается. Пусть, ладно, это останется секретом, но она была на очень хорошем счету в спорте. Назовем это так. Как минимум отжаться и подтянуться, я думаю, ты смело сможешь. Да условно там. Я же слабая девушка. Это все люди так думают. Самое интересное, что когда все так думают, они не задаются вопросом о кейсе девушки, какой у нее был. То есть в эту профессию, как тебе правильно сказать, не придет белоручка, не придет та девочка, которая в жизни не потеряла, не поднимала ничего, тяжелее тряпки. Она не придет сюда. Придет, но не приспособится так быстро, как могла бы. Да. Это будет очень сложно. Да. И даже если она пришла, она, скорее всего, знает, что делает. И многие путают этот стереотип. То есть это же, может быть, в каких-то ситуациях приходит, да, там тяжелее телефона, она ничего не поднимает. Ну да. А тут тебе надо ассистент 3-килограммового поднять. А будучи, если люди будут знать условно, что у тебя есть хороший кейс с прошлым, со спортом, да, каким-то определенным, где у тебя были определенные нормативы, ты их сдавала, это уже у людей меняет мировоззрение, понимает, что, опа, это человек дисциплины. Но опять-таки осуждать девушек, которые не поднимали ничего тяжелее телефон, нельзя. Они же... Нет, я не говорю, что вы осуждаете. Я в плане того, что они уже знают себе цену. Конкретно я себя не жалею. Мне пофиг, честно. Мне надо поднять прибор, я подниму его, хотя я прекрасно понимаю, что я работаю в минус себе, так нельзя. Я могла бы это сделать чуть помедленнее, может быть, или не срываться так, как делаю это обычно. Вот. Хорошо, ты занимаешься спортом, у тебя все хорошо, все против тебя.
Нет, я не занимаюсь спортом, у меня все плохо. Не, ну да, ну имеется в виду, у тебя все плохо, все против тебя идет, у тебя какой-то в жизни присутствует спорт, там тоже какие-то у тебя бардак происходит, и... Короче, у меня была вот эта фаза перед моей трансформацией, когда, ну вот все у тебя плохо идет, кажется, что все вот дыра черная дальше. И получается, у меня университет такой очень... Ну, у моего университета очень странная политика в плане того, что там очень много перекурсов, назовем это летники. И я, конечно же, из-за того, что я не училась, беспечно относилась к этому, я все время попадала на летние семестры. Это, соответственно, деньги. Это, соответственно, деньги, которые я не могла попросить у своих родителей, так как, ну, гордая я, короче. И мне нужно было их закрывать. А потом я уже подумала, что раз я не учусь, ничем не занимаюсь, пойду-ка я работать. Я начала работать для того, чтобы уже закрывать свои летние семестры, сильно загонялась насчет этого. По ночам не спала просто, могла со смены на смену уходить, работать новогоднюю ночь. Ну, в плане физически... Не в кино. Не в кино. Это важный ремарк. Кто-нибудь сейчас подумает, что ты с того времени в кино. Нет, Смена, потому что ты произнес слово «смена». Да, я работала... я, кстати, работала официанткой. Вот, я забыла об этом сказать. Когда ты студент, ну, других вариантов-то особо и нет. Вот, я работала в ресторане, в семейном ресторане. Днями и ночами. Это что-то по типу с 7 утра, в 7 надо быть, соответственно, в 5 утра встать, в 6 выйти и до 2 часов ночи. И вот так просто полгода я как-то и так сильно с выгоранием туда ушла на работу и уже просто, ну, вот мертвая вышла оттуда. И просто в один момент такая знаковая ситуация. Я там разбила посуду на 20 тысяч. Просто я разбила себе посуду за всю отработанную смену. Помню, сильно заплакала, ушла в туалет и начала думать, что я не так делаю в этой жизни. И тот же день уволилась, соответственно. Не оплатив 20 тысяч? Или смена нулевая была? Ну, смена нулевая была, к сожалению. И пошла домой, начала навзрыд просто в подушку, и все. Начала думать, что мне делать с моей жизнью. Мне надо как-то менять, мне надо что-то делать. Двигаться надо. Я не знаю, почему-то я решила вспомнить свои неудачные попытки поступить на оператора. В целом, вот эту всю сферу я решила об этом вспомнить, потому что, ну, когда ты работаешь днями и ночами, ты забываешь в целом, кто ты, что тебе в целом нравилось до всего этого, и вот так. Я зашла в ТУГИС, вбила киношкола, и у меня первой появилась, не помню, то ли ПВЕ, то ли что-то такое. И следующее появляется ракурс-фильм. Я такая, опа, кто это? Ну, что это за место? Смотрю, где-то в Чубарах. Никогда в жизни не была в Чубарах. Мне просто рассказывали, что это глушь. Да, это глушь. Ну вот глушь. Мне было страшно. И, ну, окей, захожу в Инстаграм, смотрю, ну, Инстаграм мертвый, ничего не понятно, что за место. Просто видела сторисы, как где-то бегают дети, что-то делают, камеры таскают, и все. Это было, короче, в 5 утра. Пишу по номеру в шапке профиля, пишу: здравствуйте. Это как раз была суббота, кажется. Это была ночь с воскресенья на субботу. Я пишу, с пятницы на субботу я пишу: здравствуйте, можно прийти к вам на пробный урок? И отвечает мне человек там по номеру: здравствуйте, да, можете в 9 подойти. Я думаю, все, это судьба. А пробные уроки в основном по субботам, как я поняла. Да. Вот, я думаю, это удобнее всё, ученикам. вот, все, это судьба. Я иду туда. Я еще в последний момент захотела спать из-за того, что... Ну, естественно, после смены. Всю ночь сидела, да. Пошла туда, взяла свою маленькую такую камеру. У меня был Canon 600D. Пошла туда и в итоге еле нашла адрес. Это еще было где-то в глубине офиса. Стояла у Рядом двери. с шашлычкой. Рядом с шашлычкой, да. Я думаю, вы сами не хотите, чтобы я об этом говорила. Не, ну ладно, что это правда. Ну окей, жду я, короче, у двери. Никого нет. Опять-таки, все еще страшно. Рядом со мной бегают узбеки, которые шашлычки вышли. Там стройка, вообще непонятно. И сзади меня заходит огромный... Дядька, русский мужик. И он, еще у него, короче, киндер в руках или что-то. Ну, вы же понимаете, что это я о вас говорю, да? Ну, конечно. Это Я вряд ли какой-то еще из русский язык, русский чел в ракурсе. Где они? Это я говорю о Саше. Заходит, рука набита конфетами.
Что-то я смотрю, кто это? Вы со мной поздоровались, потом открыли мне дверь, захожу я по коридору, мне стало еще страшнее, свет выключен, вот так падает луч такой в студию, и Да, там пыль летит. Все, я думаю, куда я попала? Сейчас меня убьют, продадут по органам, все, кончена моя жизнь на этом. Захожу, потом мы с вами поговорили, вы начали спрашивать у меня, кто я, что я, прощупывать меня, короче. Всю информацию, которую вы мне говорили, я пропускала мимо ушей, я все время сидела такая, интересно, сколько он скажет, сколько, интересно, курсы стоят. Так, я получаю 60 тысяч в месяц. Интересно, сколько он скажет, сколько курсы стоят. И все это время сидела, переживала насчет этого. Вы мне сидели, показывали работы Жана, Маляки, Амиралишки, нахваливали. Я думала, невозможно, чтобы это сняли Дети. Дети, да. По факту дети. Тогда дети. 2 года назад. Да. И мне очень понравилось, честно. Я не верила, что я научусь тому же, что вы мне показали по телефону. Это, смотри, сразу тебе здесь ремарку касательно. Ты просто хорошую тему затронула. Люди, которые поступают, они все сначала ждут цены. Но это неправильно. Это нельзя так ждать. Почему? Потому что нужно понимать, за что ты платишь. Это раз. Во-вторых, вопрос стоит, дойдешь ли ты до цели, зависит только от тебя самого. Вот ты просто этого захотела. У тебя, назовем это так, как это любят говорить, ремиссия. То есть ты пришла, ты хорошо училась, потом ты зашла в какую-то ремиссию, ты долго находилась в какой-то ремиссии, пока тебе не надо было вроде поступать в вуз. Нет. Да. А потом ты просто стрельнула так, я смотрю и такой думаю, да, это вот та шалпан, которую я вижу и знаю. Я по слову ремиссия не говорю, что ты сидишь без дела. Да. Но нету той самой музы, которую мы ищем. То есть, ты же понимаешь, легче работать, когда у тебя есть муза, и когда есть легкий кнут, который тебя такой, ну давай делай. Да-да-да, все. И ты уже начинаешь делать это ускоренно. Но у тебя в этот момент, это у каждого случается абсолютно. Кто здесь находится в ракурсе, у каждого есть такой момент, такая ситуация, которая заставляет тебя идти дальше. То есть было бы счастье, да несчастье помогло. Да. Хорошо, видишь фотографии, думаешь о том, что ты сможешь, не сможешь такое сделать. Я думаю, по-любому не смогу. Это ребята, которые учатся тут по несколько лет, я их не догоню, они меня не примут. Я уже себе наперед накрутила всего всякого, думаю, все, сейчас, если он мне скажет там 1 миллион в месяц, я ухожу, я перестаю искать себя и возвращаюсь в свой ресторан. Очень хорошую цену вы мне обозначили на то время. Я думаю, все, короче, я беру себя в свои руки, и мы начали обучаться. У меня как раз в группе были Сефа, Алихан, Нуржан. Вот это мои одногруппники, которые сейчас вот до сих пор работают в кино, учатся, поступают на операторов. Там. Кстати, твой единственный курс, у кого только один Нуржан отпал, да? Да. Вы все трое до сих пор здесь. Но Нуржан все еще в этой сфере. Он в этой сфере, но просто нас покинул. Он получил то, что ему нужно было, и он ушел в преподавание. Да. Этого же самого искусства. И единственный, кто вот Нуржан ушел, это тот самый поток у нас, который, по идее, очень редкий. Вас пришло 4, 5, и осталось... Султан. Вас пришло 5, и вас осталось 4. Это, по идее, редкость, когда приходит, типа, толпа, и остается эта толпа. Ну, как мы ранее говорили, естественно, отбор нужно пройти. И вы все почему-то его прошли. Но они все себя в разных сферах нашли. В разных подразделениях операторской группы. Я очень рада этому. А Алихан сейчас механик, второй оператор. Сефа старший механик. Нуржан вроде что-то режиссирует сейчас. Султан есть. YouTube прокачивает. Ну, он тоже старается. Он сейчас хочет в сторисы уйти и тоже прокачать себя. Вот. Группа у меня была в целом нормальная такая, но в какой-то момент мы вот начали обучаться весной, летом всех нет никого вообще в целом. Алихан ушел работать. Ну, как работать? У него практика в университете была, он учился... В отеле? Он учился со мной в Казгю, и у него была обязательно практика в отеле, и он пропал там. Сефа был на съемках сериала. Вот, кстати, что хотел бы отметить про Сефу, он сразу уже ушел работать, уже в этой сфере, в кино был в спросе, ну, сейчас в спросе, имею в виду, и его не было тем летом. Нуржана тоже почти не было, Султан тоже куда-то пропал, и я осталась одна в своей группе, и я помню, постоянно ходила за вами хвостиком на ваши переговоры, какие-то съемки, все время напрашивалась на какие-то фотосессии, в целом поассистировать вам. Ну, вот здесь, знаешь, здесь стоит такой момент.
легче учить того, кто этого хочет, Ну да. чем-то заставлять его. Мгм. Это вот с годами я выработал эту систему, что если ты хочешь, ты приходишь, хочешь, будет. Тебе будет. Для многих, опять же, это будет ассоциироваться как, а что я должен тебе помогать бесплатно? А зачем я трачу свое время на то, что типа я нахожусь с тобой? Ну, потому что ты получаешь опыт. Вот когда говорят же в компании, а у вас есть опыт, а где ты его получишь? Ты точно так же придешь работать на компанию, отработаешь полгода, и они тебе скажут, извините, вы нам не подходите. Еще ничего не заплатят. Хорошо, ну это понятно. Теперь далее. Давай вспомним твои первые эмоции, когда ты попал на площадку. Я даже знаю, какой это был проект. «Мама, я в школе». Малая школа, да. Да, это я даже не помню, что вы снимали. Это для ТВ было, да? Да, для телевидения было. Я 20 помню, программ. это была неделя прошла после моего обучения. Вы написали в группу то, что вот сейчас идут съемки, приходите, посмотрите, как в целом. Вы вот всегда же зовете новеньких, так скажем, понюхать площадку. Вот самый классный экспириенс это вот этот для новеньких, который они могут получить у вас. Я пришла. Алихан пришел, кстати, я тоже помню. Мы с Алиханом были на этих съемках. После пары, я помню, подошла. Там было очень много ребят именно вот с ракурса. Зарина, Маликая, помню. Моя первая встреча с ними была вот в этот день. И все были на суете, все чем-то занимались, все знали, что они делают. Я пришла такая, ну вот я, короче. И мне было так стыдно. Просто вот не представляете, как мне было стыдно от того, что я хожу такая бесполезная. Хотя, это совсем нормально, да, для новенького, так скажем, новенькой. И за что меня осудили, я помню, за то, что я сидела в телефоне. Хотя я вот так сидела, листала погоду. Вот так просто. И помню, мне еще за спиной говорили, вот она несерьезная, она сидит в телефоне за камерой, все дела. По факту я просто волновалась, я сильно волновалась. Ну, это у нас такой есть тренд, когда приходят новенькие, их кидать в огонь и воду. Ну На да. камеру иди пиши. Сейчас, если ты заметила, даже... То есть, спустя время тебе дают, но ты потом, когда погружаешься больше в нашу профессию, мы не даем просто камеру. Ее нужно заслужить, чтобы около нее стоять. Но когда только приходишь, тебе даешь, мы смотрим на стрессоустойчивость, мы смотрим, как ты это победишь, мы смотрим, как ты себя будешь вести. И это все сразу же читается на человеке. То есть, опять же, это вот касательно многих наших ребят, которые иногда задают вопросы, а почему вы нам не доверяете ответственную работу? Есть же такие вопросы, которые многие задают. А потому что вы не проявляете себя на подготовительных этапах. То есть, если ты не проявляешь себя на подготовительном этапе, смысл тебе давать какую-то ответственную работу. То есть допустим, вы снимаете гипс, отработка гипса, снимаете интервью, отработка интервью идет, или там еще чего-то, и вы стоите в сторонке просто, классно. Молодцы. Это дефолтная реакция. Это у всех, да, но поэтому вам и нужно здесь себя проявлять. Когда ты здесь себя проявляешь, потом говорят, допустим, а почему вы даете там Мише больше команд, чем Васе? Так потому что Мише не надо говорить. Я помню, как раз-таки Алихан себя так и повел. Мы были как вот Инь-янь. Инь и янь, да. Алихан начал со всеми знакомиться, подходить уже, что-то у камеры терся, я помню. Я пыталась рядом с ним постоянно находиться, мол, только мы друг друга знаем здесь. Давай стоять вместе, давай молчать и ничего не делать вместе. А он пошел уже вовсю там в работе, его уже забрали, он уже свой, и из-за этого мне было еще сильнее просто неловко. Вот. Но в любом случае здесь ты большая молодец, что ты это устояла, что ты это выдержала, этот стресс, что ты подумала, что ты не нужна, на самом деле ты нужна, за всеми следят. Просто смотрят на реакцию. Как мы ранее говорили, да, мы за этот короткий период можем определить, кто ты. Оператор, механик, фокус-пуллер, или Светик, или Гафер ты. То есть, А я кто? Не скажу. И этот тест проводится специально, чтобы увидеть, какой же ты будешь в будущем. Помимо того, что есть мое экспертное мнение как преподаватель, еще есть 3-4 человека, которых вы не будете знать, кто тоже дают это мнение. Ты говоришь, как? Что скажешь? Когда меня не было, как он себя вел? А они и говорят, вот так, вот в этой ситуации поступил вот так, вот в этой ситуации, вот так, вот в этой. Такая, как в спорте, да, такая шкала силы, ответственности и чего-то, и ты начинаешь понимать, что, вот так надо с этим человечком работать. Конкретно эти съемки, вот «Мама, я в школе», это вот я их не считаю за свои первые съемки, потому что я не делала там ничего. Не, ты же была на них. Для меня мои первые съемки это, я не помню. Гордеевка. Нет.
Это был чей-то дипломный проект, кажется. Помните, когда мы в коттедже снимали за гольф-клубом? Нет, это просто баловство было. Это так, Ну джайв как по съемке. баловство? Ну, для меня это было... Я выложилась в полную силу в этот день. Я помню, в 5 утра приехала в какую-то глушь за 4 тысячи, там в 4 выехала с дома, в 5 уже была на локации. Я помню, там были Малика с Зариной, а Миралишка еще маленький. Да. Шнар еще вроде была. Шнар была, Азаматик были. Я помню, Азамат и Малика так быстро все собирали. Я думала, опять эти мысли, накручивания. Я так не смогу. Вот только такие мысли были. А потом я уже увидела, какие они все дружелюбные. Первым меня начал тянуть Азамат. Он начал меня учить собирать раму. Он начал показывать мне, как зажигать приборы, диммер, не диммер, баланс. А дальше уже, я помню, мы ездили по локациям. И это была первая смена, которую я отработала от и до. Я даже помню свои первые такие эмоции. Мы разгрузились, поехали в Мак кушать, и вы мне вот так там, денежку. Я так была в шоке просто. Ну, я могу сказать? Можешь. Я приехала за 4000 тенге в этот гольф-клуб, я получила 4000 тенге. Я была так счастлива, что я хотя бы в ноль вышла. Просто у меня были безумные эмоции. Мы покушали, потом что-то разъехались по домам. Я помню, еще часов 5 лежала в эйфории с этой атмосферы от того, что что-то получается. Вот, в этом и идет смысл, понимаешь? Дал бы я тебе деньги в начале и обозначил бы цифры, не было бы у тебя таких чувств и не было бы этого наслаждения. От того, что да, ты там в ноль вышла, да, там какие-то вещи, сейчас мы стараемся такси всем закрывать, но в любом случае эти чувства, зато у тебя есть теперь вкус денег. Ты понимаешь, как тяжело их заработать. Ну, да. Ты понимаешь, то есть есть такой момент, я общался со многими ренталами, я общался со многими ребятами, и стоял вопрос, а стоит ли платить юным ребятам, да, которые там условно до 22-23 большие деньги. Да, стоит. Если это какие-то хорошие проекты, прям большие финансовые. Если это мелкие, не стоит. Именно много платить. Почему? Потому что разбалуются же. Ну, то есть ты же понимаешь, если тебе дать сейчас большие деньги, и завтра я тебе позвоню, скажу условно, какой-то небольшой проект, ты, скорее всего, скажешь нет. Ты задашь вопрос, сколько, и у тебя пропадет мотивация творить. Не, ну конкретно здесь у нас в школе я не подлизываюсь. Я не подлизываюсь, это вправду так. Вы делаете все условия, за что я хочу вам спасибо сказать. Сейчас для того, чтобы на вас работать и бесплатно там, и за такую-то сумму, и за вот такую энную сумму, потому что, мне просто приятно выходить из-за того, что с ребятами весело, с ребятами, есть душа на площадке. Конкретно недавно меня звали на проект, где мне предложили ставку в 2 раза больше, чем на сериале, который я отработала. Да, может, даже и в 3. В 3, да. Кстати, в 3 раза дешевле. Ой, сори. Ты бы заработала больше. Короче, я бы заработала больше на этом проекте, чем на том сериале. Я не понимаю, какие эмоции у меня были в тот момент. Почему в целом я так подумала и так ответила. Но я сказала, нет, просто... вы могли бы мне заплатить и больше, да, скажем так. Мне предлагают, вот, допустим, столько-то, а могла бы я получить столько-то. Но я поняла то, что я бы не словила эту мысль, если бы на съемки позвали бы меня вы. Потому что это проект, где я бы пришла, поставила свет, может быть, там пообщалась бы с какими-то новыми людьми, и все, я бы ушла. Это такая машинальная работа в плане, если нет своей команды, да, бездушная очень. А тут из-за того, что мы все друг друга знаем, мы все друг другу родные, просто будто приходишь гулять с друзьями, там, таскаешь железки, игрушками играешься, да. Я не обесцениваю нашу работу, это очень тяжело. Не, да, но здесь просто вопрос стоит к тому, что у тебя понятна твою суть, что ты работаешь в команде, но это не говорит о том, что ты не должна работать с другими. То есть, если тебя зовут на другие площадки, надо идти. Я понимаю, что для тебя в первую очередь идет, конечно же, там, первый, кто режиссер, кто художник, кто оператор, там, да, кто продюсер. Ты, скорее всего, естественно, еще и это промониторила и поняла, что здесь, именно в данный момент жизни тебе будет некомфортно. То есть, было бы тебе условно лет 30, возможно, ты бы уже принял другое решение, потому что тогда бы уже тебя не двигали бы амбиции, какие-то вещи. Как говорит мой Аян, там, 5000 — это деньги, на них можно жить неделю. Я такой, в смысле? Да, это деньги. Нет, в плане... раньше, да, я бралась за все съемки, потому что мне нужно было о себе заявить как минимум, как об осветителе. А сейчас
я очень выборочная к этому, потому что, ну, я словилась... После того, как я сняла свои какие-то маленькие проекты, я поняла то, что буду выходить к операторам ассистировать только если я вырасту после такого проекта, я научусь чему-то, потому что просто так бегать по площадке, ну, я не вижу в этом смысла, особенно если не у вас. Это очень грамотно ты сказала. Это вот касательно всех тех новеньких, кто тебя послушает сейчас, кто услышит, должны четко понять. Ассистировать надо, но к этому ты должна прийти сама. Да. Это тот самый опыт, который нельзя прочитать в книге. Это тот самый опыт, который нужно прожить, поассистировать, как мы это называем, на условно плохой площадке. Плохая не в смысле там какие-то люди плохие, а в смысле там нету админки, нет продюсера, там 3 человека бегают, и им всем пофиг, кто ты и что ты. Да. Тебе нужно побегать на крутой площадке, и тебе нужно побыть одному там условно постановщиком на таком нехорошем проекте. Нехорошего я хотел сказать, на таком нехорошем проекте. И тогда ты начнешь ценить то, что ты сейчас делаешь, и тех людей, которые находятся рядом. Да. И у тебя появляется эта ценность. У нас этот очень хороший пример Амирали. Я думаю, рано или поздно его тоже позовем к нам Вообще на подкаст. молодец. Да, он как раз это прожил. Да, конечно же, мы сожалеем, что у него был момент разочарования в карьере. Я была там, я была. Нет, ну мы запретили ему. Он хотел всех топчиков забрать. Сказал, нет, ты должен быть один. И он это прожил. И я же как ранее говорил, как вообще Амирали изменился с того проекта, он стал совсем другим человеком. То есть он на все вещи смотрит по-другому. Ну и тебе же такой вопрос. То есть, будучи, ты уже была постановщиком. И ты была на сериале «Ассистент». Что в тебе поменялось после того, когда ты побывала постановщиком? Я помню, мы с вами об этом очень долго разговаривали. Я там час извинялась еще. А конкретно, если к этому вопросу, когда ты ассистент, там и зоны ответственности меньше. И как-то... Я не хочу говорить, что это был чисто мой экспириенс, да. Тебе чуть-чуть все равно. Чуть-чуть. Не, на самом равно. деле, да, на самом деле вообще все равно. Ну, нет. Не, ну правде в глаза. Нет, если это другой осветитель, а тут мы выходили, каждый выходил ради вас. Не, ну это понятно. Да, ну, я тоже был ассистентом у многих постановщиков. Да. Тебе реально все равно. Да неважно, кто стоит. Вначале ты бежишь, но если ты устанешь, ну, по факту, ты хочешь это помочь, да. но все равно какой-то недосып, какой-то там где-то недоел, где-то что-то недополучил, и тебе это сразу же как очень жесткий аргумент не делать. Да. Но после того, как я чуть-чуть побыла... Я не хочу себя называть постановщиком. Не, ну давай я не побыла так. оператором. Ты побыла оператором Да. на нескольких проектах с командой. Да. Вот. После этого я сидела и взвешивала все и понимала то, что моментами как ассистент я могла полностью отличаться от ассистентов, которых я хотела бы видеть на своей площадке. Я понимала, что я сама не дотягиваю до этого уровня, который бы запрашивала бы там от своих ассистентов, когда была постановщиком. Вот, я понимала некоторые свои минусы. Могу обозначить, если нужно? Да, говори смело. Ну вот, например, когда вы обсуждали следующую мизансцену с режиссером, я, как старший осветитель, всегда хотела словить команду первой. Я подходила к вам и доставала вас вопросами, что по свету. И искренне обижалась из-за того, что вы меня прогоняли или игнорировали меня в ответ. А потом, когда такое случилось со мной на моем проекте, я поняла, как это раздражает. Вот, здесь стоит момент, что ты большая молодец в этом плане, что ты это признаешь. Да. А во-вторых, когда у тебя было на площадке, ты вспомнила свои чувства, и ты как бы прогнала того человека, который был рядом, но в то же время ты не хамила. Ты поняла, что, скорее всего, он просто не знает. Да. Это приходит только с опытом. Да. То есть ты ювелирно поступила с человеком с тем, как я поступал с тобой. Я прогонял, да, потому что когда бывает, ты... Да. Что надо? Бывают такие моменты, потому что, как ты ранее сказала, надо сначала что сделать? Надо сначала дождаться, пока оператор не освободится. Отлично. И не разведет сцену с режиссером. Это ты большая молодец, что ты к этому пришла. Это очень хорошо. За это тебе, конечно, большой поклон, что ты это поняла. И теперь ты, как сказать, будешь требовать со своих ребят, чтобы все было четко. Я даже не знаю. Когда ты ассистент и постановщик, это разные ощущения. Когда ты ассистент, ты понимаешь, что итоговый продукт все равно не твой. И когда ты во время выставления занимаешься чем-то, ты не думаешь о том, как сейчас получится картинка. Ты, честно, свои мысли выскажу. Я ставила прибор, кушать хочу. А когда крафт?
Опять. Блин, мороженое хочу. Да, вот я думала обо всем, но не о кадре. Мороженое. Был один говнюк, продавал его нам, да? Да. Бизнес на этом построил. Раму он этот заляпал. Это он был? А, это его мороженое было. Говорят, да. Говорят, да. он. Да, и в целом... Не, ну бизнес. Ну, да. Имел право. Ну сериал был веселый, да. И опять-таки это моя беспечность. Не ценила я оператора, которому ассистировала. Очень много позволяла себе... Лишнего, да. И я понимаю то, что если бы ко мне кто-то сейчас подошел так, когда я сидела за камерой... Ну, это хорошо, что ты это понимаешь, это прекрасно, что ты это понимаешь. Хорошо. Ну, давай потихонечку будем завершать. Вообще есть очень много вопросов, которые с тобой хочется обсудить. Я думаю, мы оставим их на потом. Можно там, я не знаю, типа, как, знаешь, всегда блогер. Через 10 лет. Не через 10 лет, там, я не знаю. У нас есть момент Гордеевки, который мы могли бы очень много и долго обсуждать. Да. У нас есть сериал, который есть очень много чего обсудить. Есть фильмы, которые ты прошла. Но думаю, на сегодняшний выпуск этого будет нам достаточно. Если комментарии нас будет достаточно, и люди заинтересуются Гордеевкой. Когда у нас на проект уехало 5 или 6 девочек, да? И все были осветители. Да. Уехали в село. В то время, когда мальчиков отпустили только одного. Да. И он был механиком. И мы сняли Нет. сериал. Ну, не сериал, а короткометражный фильм. Ну, мы да. там 12 дней скаута почти у нас было. Потом мы вышли на сериал, так называемый, с юными бойцами, назовем их так, да, и мы тоже справились. Поэтому, я думаю, если у нас соберется определенное количество комментариев, ну, хотя бы там, давай, там, 20 тысяч просмотров, если мы соберем на твоем канале, на твоем ролике, то мы с радостью, думаю, свой второй выпуск выпустим касательно того, что и поговорим более углубленно. Я думаю, для абитуриентов ты сказал достаточно много, чтобы они понимали. Вообще, еще рано. Скажи, как ты поступила? Что ты сделала для того, чтобы поступить? Во-первых, я не поступила. Как ты не поступила? Я не поступила. Я, получается, клянусь, сейчас могу заявить. Клясться не надо? Да, хорошо, извините, плохая привычка. Заявляю, этот грант должен был быть моим. Я не поступила на государственный грант. У нас было там порядка 10 или 9 поступающих, и у нас были довольно тяжелые такие экзамены. В плане отборка была тяжелая, потому что и мастер был такой требовательный. Поэтому в этом плане было сложнее. Но из-за того, что у меня баллы ЕНТ были низкие, к сожалению, я не зацепилась в этот государственный грант и экстренно собрала деньги и уже поступила туда. Сама? Сама. Ну вообще скажи, что ты делала для поступления? Для поступления нужно собирать фотоработы в виде портретов, натюрмортов, гипса и пейзажей. И остальное там уже день, ночь, зиму, весну пофотографировать. Я собрала эти фотографии, на протяжении года общалась с мастером, к которому буду поступать, показывала ему фотографии. Вот что самое главное, нужно познакомиться со своим мастером, нужно ходить к нему, уже заявить о себе, показывать, что ты есть, что ты заинтересован. Опять-таки, это зацепит любого оператора. Потом я готовилась к физике, к экзамену по физике, и дальше уже начала изучать художников, точнее, изобразительное искусство. А зачем тебе это было нужно? Во-первых, хочу сказать большое спасибо. Меня подготовили. Честно, сама бы не стала. В школе не училась, в университете не училась старым, так что, да, меня, получается, подгоняли, мне говорили фоткать, я сама фоткала, ходила и ночью, и днем, и в туман, и в дождь, и в вечер, ездила в другие города, чтобы пофотографировать. Конкретно в физике у меня были нулевые знания, но я чуть-чуть подготовилась, ну как чуть-чуть, я подготовилась. А изобразительное искусство я любила с маленьких лет, поэтому я просто освежила память и читала. И так получилось, что мой любимый художник был любимым художником моего мастера тоже. Вот. Так что у нас с ним взгляды по изобразительному искусству очень даже сошлись. А вот вопрос, ты когда говоришь «любимый художник», ты приходишь просто говоришь «мой художник Рембрандт» и все? Или там как-то более углубленно это спрашивают? Нет, к этому надо заходить постепенно. Ты показываешь свои фотографии вот так на ноутбуке, не знаю, и начинаешь проталкивать. Ну, нельзя это сделать в лоб. Ты показываешь там, например, свой натюрморт и говоришь, вот я вдохновилась там Клодом Моне, я вдохновилась Тицианом. И потом уже у мастера будут вопросы насчет того, что откуда он знает художников.
Потому что многие поступающие не знают, что в целом это нужно. Но это очень даже нужно, потому что в дальнейшем, когда ты снимаешь, выбор твоего художника очень даже повлияет на твой стиль. В свете, в композиции, может быть. Ну давай, быстренько пробежим наш любимый блиц. Будешь снимать с плеча или с Ронина? С плеча. Почему? Весь полный метр сняла на плечо. Люблю с Хорошо. плеча кадры, люблю дыхание. Угу. Хорошо. Ты выберешь деньги, то есть тебе дадут хороший бюджет, или же ты сделаешь выбор в сторону команды? Команды. Хорошо. Крутая камера или линзы? Линзы. Почему? Ну, во-первых, мне кажется, ну, это смотря, если картина какая-нибудь зайдет ко мне. Я всегда выбираю линзы. Мне кажется, всегда нужны линзы, чтобы передать какую-то глубину, крупность в целом. А камера, в принципе, с камерой можно и смириться как-то. Хорошо. Фильм или сериал? Фильм. Хорошо. Резкий свет или мягкий? Резкий. Почему? Люблю контраст, люблю тени. Мне нравится, как это все смотрится в кадре. Мягкий свет — это, конечно, тоже тяжело, но оно более намылено, что ли, и все-таки всегда хочется какие-то вызовы, испытания самому себе же по свету. Хорошо. Соберешь все-таки в будущем прям женскую команду, или же все-таки ты будешь ее миксовать? Я не смогу без Аяны. Но все-таки мужчины будут присутствовать. Мужчины, конечно, будут. Но это приятно осознавать, что они будут. Ну ладно, хорошо, спасибо тебе большое, что пришла. Опять же, повторюсь, будем надеяться, что наши видосики наберут 20 тысяч просмотров, хотя бы там лайков 500, и мы с тобой выпустим второй эпизод, на котором мы сможем более детально поговорить вообще, каково быть девушкой-постановщиком, да, оператором в будущем, что ты ей была, и с какими сложностями ты сталкивалась. А там их было у тебя, если не ошибаюсь, прям на подкаст история. Да.